Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Петрова. Я директор некоммерческой организации «Партнерство равных», и мы являемся организаторами этой сессии. Я очень рада вас приветствовать на встрече, посвященной вопросам психического здоровья и ВИЧ-инфекции. И я хотела бы обозначить несколько организационных вопросов. Наша сессия переводится на несколько языков, и для того, чтобы выбрать свой язык, вам необходимо найти в меню внизу кнопку «Перевод», да, и выбрать тот язык, который вам необходим. И так как сессия переводится на несколько языков, потребуется какое-то время, чтобы перевести на каждый. И у нас есть несколько спикеров, и ряд спикеров будут говорить на русском, ряд спикеров будет говорить на английском, но я надеюсь, что у нас не будет с этим никаких проблем. Хочется сказать о том, что наша сессия транслируется и записывается, и важно помнить о том, что если вы делитесь какой-либо конфиденциальной информацией, когда задаете вопросы, например, важно об этом помнить, да, чтобы говорить только то, чем вы готовы делиться в таком широком формате. Также трансляция идет на Zoom, да, в Инстаграме, в Твиттере и на YouTube. То есть такая достаточно широкая аудитория может нас увидеть сегодня. Здесь выведены на экран правила, да, я думаю, что вы с ними познакомились. И я немножко скажу про то, что сегодня будет у нас на сессии происходить. У нас совершенно замечательные спикеры, и я очень рада, что в состав участников сегодняшней сессии входит и врач, да, доктор, и представители пациентского сообщества, представители сообщества людей, живущих с ВИЧ, и представители сообщества людей, живущих с психическими расстройствами. И модератором сегодняшней сессии будет Светлана Мороз, и я очень благодарна Свете, что она согласилась помочь нам с модерацией. И я буду очень рада сейчас передать ей слово. Света, можешь ли ты его взять у меня? Всем добрый день. Настя, спасибо за представление. С радостью принимаю от тебя слово. И хочу сказать от себя, что для меня эта тема очень важна и в личном, и профессиональном смысле. Тема психического здоровья и ВИЧ-инфекции, потому что я сама являюсь женщиной, живущей с ВИЧ, и уже 22 года я живу с ВИЧ. Я помню, когда мы создавали нашу первую в Донецкой области в Украине организацию, она начиналась из группы самопомощи. И группа самопомощи – это такая вот для меня всегда была основополагающей основой для любой другой помощи, которая оказывается людям, живущим с ВИЧ. Потому что вопрос принятия диагноза всегда стоит остро, особенно в те времена, когда еще не было доступно антиретровирусное лечение. Я помню, я долгое время жила в большом страхе, потому что не было доступа к лечению. И вместо помощи и поддержки я получала вот только расписку о том, что я несу некую уголовную ответственность, при этом я была беременная. И это много можно продолжать и дискутировать про эту тему, но вот самый большой вызов сейчас то, что эта тема
у нас не решается системно этот вопрос. Есть отдельные пилотные проекты, есть отдельные инициативы, но так, чтобы это было интегрировано в систему оказания помощи в связи с ВИЧ, этого нет. И, к сожалению, сейчас идет тенденция, что все меньше и меньше можно получить поддержку именно на вопросы, связанные с психическим здоровьем. Мало того, нужно учитывать специфику отдельных групп. И я очень рада, что мы сегодня посмотрим на вопросы психического здоровья и ВИЧ-инфекцию через призму разных стейкхолдеров, разных сообществ, и посмотрим на то, как можно интегрировать, так сказать, навести мосты на пересечении вопросов психического здоровья и ВИЧ-инфекции. И сейчас я имею удовольствие передать слово представителю профессионального как раз сообщества Егору Бачило, который является врачом-психиатром, психотерапевтом, кандидатом медицинских наук и директором Союза охраны психического здоровья и научно-образовательного центра современных медицинских технологий. Егор, пожалуйста, вам слово. Да, всем добрый день. Хотел бы сказать спасибо за приглашение поучаствовать в этом мероприятии, таком достаточно серьезном, да, на международном уровне. Для меня, как для врача, который обычно выступает перед врачами, это такой опыт относительно новый. А я хотел бы уточнить насчет своей презентации. Вот можно ли ее включить, чтобы было удобнее воспринимать информацию? Rachel, can we see the Yegor's presentation, please? Apologies, Igor. Which presentation is this? As the session outline has been changed slightly. It's clinical aspects. Thank you so much. И, собственно, я выступаю в начале, и я хотел бы осветить психического здоровья и ВИЧ-инфекции, людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, в таком больше клиническом аспекте, как врач, и в аспекте того, какие направления помощи, ну, в общем-то, возможны на сегодняшний день, такие уже известные, как там психотерапия или психофармакотерапия, так и элементы самопомощи, которые могут использовать люди, живущие с ВИЧ, самостоятельно. Собственно, у меня не переключается. Next slide, please. Да, на данном слайде я бы хотел показать распространенность основных таких симптомов поражения центральной нервной системы среди пациентов с ВИЧ. Значит, у нас первая, собственно, колонка – это пациенты с ВИЧ, вторая – это общая популяция. Если вот мы посмотрим на головную боль, например, или там на депрессию, то мы, в принципе, в каждой из них распространенность симптомов больше в когорте вот ВИЧ плюс пациентов. Но чаще всего вот здесь представлены симптомы, которые чаще всего здесь встречаются. И видно, что по некоторым показателям эти симптомы, они значительно превосходят, их распространенность значительно превосходит цифры, которые распространены в общей популяции. Собственно, здесь представлены такие результаты работ разных авторов из разных стран. Можно увидеть здесь и пациентов из Великобритании, и анализ пациентов также из Норвегии, из Голландии. То есть здесь представлены разные данные. И, конечно, вот такая ситуация, она не может не настораживать. И, как сказала Светлана, действительно, психическое здоровье вот у людей, которые
у которых имеется статус ВИЧ, конечно, должно быть на таком особом контроле, и мы об этом говорим постоянно. Я, на самом деле, в настоящее время выполняю диссертационное исследование на соискание ученой степени доктора наук как раз-таки в отношении психического здоровья беременных с ВИЧ. То есть вот как раз-таки о том же, опять о чем говорила Светлана, вот психическое здоровье дифференцированных групп. У нас есть работы, которые посвящены психическому здоровью несовершеннолетних с ВИЧ, беременных, то есть вот такие дифференцированные группы, поскольку ряд исследований в целом по психическому здоровью у пациентов с ВИЧ уже у нас в России проведено, по крайней мере, 2 работы уже были, и там какое-то понимание достигнуто. Жалко, единственный момент, жалко, что не все то, что происходит в науке хорошего, переходит именно в практическое звено. И здесь, конечно, нам нужно очень сильно постараться, как врачам, как специалистам. Please, next slide. Как говорят некоторые специалисты, ну, достаточно серьезные специалисты в сфере охраны психического здоровья, спектр психических нарушений при ВИЧ, он крайне разнообразен и может включать совершенно любые формы психического реагирования. И вот, образно выражаясь, профессор Коркина говорит о том, что практически это вся психиатрическая энциклопедия, то есть диапазон расстройств, он широк, он не всегда связан непосредственно с вирусом, я чуть позже скажу об этом, но он практически всегда то или иное расстройство в той или иной степени оно присутствует. Мы не говорим, что здесь именно необходимо выставлять каждому диагнозы, нет, здесь речь идет о том, что нарушение психического функционирования так или иначе происходит. А также, если мы посмотрим на распространенность психических расстройств, мы увидим, что она варьирует по разным данным, это исследования разных авторов из разных стран, от 38% до 90%. Я опять же говорю, что это разная степень выраженности симптомов, и не всегда здесь требуется непосредственно поддержка специалиста, там, врача-психиатра или психотерапевта. Во многих случаях человек может справиться с такими симптомами самостоятельно, через определенное время. По некоторым данным, у осужденных до 100% распространенность психических расстройств. Please, next slide. Можно переключить? Thank you. В целом, если говорить о психических расстройствах, то это очень сложный биопсихосоциальный феномен. И я бы хотел обратить внимание именно на вот это слово биопсихосоциальный, потому что здесь, получается, мы видим 3 основные составляющие: био, психо и социо. Соответственно, каждый из этих факторов, каждый из этих составляющих, она влияет на психическое здоровье человека. И это не обязательно человек с ВИЧ, вообще в принципе на состояние любого человека. А если мы говорим о лицах, живущих с ВИЧ, то в данном случае практически все эти три параметра, они влияют. То есть био – это, собственно, наличие самого вируса в организме, психо – это реакция организма на то, что у человека она имеется, да, и, собственно, факт знания. И социо – это то, как социальная обстановка и окружение влияют на психическое здоровье человека. Собственно, в данном случае мы видим реализацию этого биопсихосоциального подхода в полной мере именно у пациентов с инфекцией. Поскольку психические расстройства, они негативно влияют и на приверженность терапии, и просто приверженность на сегодняшний день в медицинских кругах обсуждается довольно-таки широко, и в психиатрических, потому что отчасти это тоже наша задача, и у врачей-инфекционистов, собственно,
здесь, кроме приверженности, еще можно говорить и о, в общем-то, о самочувствии человека, живущего с инфекцией, а также о том, насколько вот это психическое здоровье будет влиять в том числе и на его иммунитет, потому что неоднократно уже было доказано разными исследователями, что психические расстройства, ну, например, депрессивные состояния, они очень сильно влияют на иммунную систему. И то есть здесь происходит такая гремучая смесь влияний на организм, которую нужно рассматривать и очень четко понимать, что, куда, что на что влияет, чтобы мы могли оказывать ну, полноценную помощь, если требуется она человеку. Пожалуйста, можно следующий слайд? Next slide, please. Вот здесь как раз-таки обозначен круг трех основных ну, таких направлений, по которым развиваются расстройства вот в психической сфере, которые обусловлены, собственно, ВИЧ-инфекцией. Первое – это экзогенно-органические нарушения. Другими словами, это нарушения, которые возникают вследствие влияния самого вируса на нервную систему. Известно, что вирус ВИЧ, он тропен к нервной ткани и, ну, безусловно, бесследно пройти в данном случае не может. Мы сейчас говорим именно ну, вот, о таких случаях, ну, как бы чистых. Да? Вот есть нервная ткань, и вот есть вирус, который атакует эту ткань. Дальше вторая группа расстройств – это расстройства психогенные расстройства или невротические расстройства. Эти расстройства чаще связаны ну, как бы с фактом наличия и с фактом того, что человек узнал о наличии у себя ВИЧ-инфекции. Собственно, это такая реакция на болезнь, которая для некоторых, вот как говорила Светлана, принятие, да, диагноза – это достаточно серьезная вещь, и здесь ну, нужно приложить, конечно, колоссальные усилия для того, чтобы справиться с этим. И я хотел бы еще вот здесь тоже уточнить, несмотря на наличие психологов в штате, там, спеццентров условно, да, и так далее, к сожалению, я вот как человек, который вот вынужден по воле своей работы общаюсь с психологами и с организацией работы в спеццентрах, я понимаю, что далеко не во всех спеццентрах психологи выполняют свою функцию ну, в полном объеме. Это, во-первых. И, во-вторых, конечно, это ну, такая боязнь обратиться к специалисту, это второй момент, тоже здесь играет вещь. То есть нам с этими вот проблемами тоже нужно работать. Несмотря на то, что я психиатр, я понимаю, что психолог все-таки это первая ступень, куда придет человек. Вряд ли человек сразу пойдет к психиатру. Это скорее будет психолог. Ну, сейчас как-то к психологам стали относиться, слава богу, получше и как-то готовы рассматривать поход к нему. И третья группа, возвращаясь вот к расстройством, это расстройства личности и поведения, которые со временем формируются вот под влиянием первых двух направлений. Если у человека есть расстройство личности, как правило, это врожденные состояния, то вот первые два, психогенные реакции, экзогенно-органические, они могут несколько усиливать вот данные расстройства личности, да, и поведения, и ну, усугублять их, и делать их более явными, что будет и даже до такой степени, что они будут требовать медикаментозного уже влияния, то есть вмешательства психиатрического. Next slide, please. I can't do it. Итак, я хотел бы сейчас кратко пройтись по основным направлениям
таким по расстройствам конкретным, которые встречаются и которые сопряжены с ВИЧ-инфекцией. Ну, первое и, конечно, самое распространенное – это депрессия. Значит, я здесь привожу буквально несколько фактов. Значит, это депрессия и ВИЧ-инфекция. Депрессия влияет на течение заболевания с помощью различных биоповеденческих механизмов. Заболевание ВИЧ вот в данном случае протекает существенно злокачественнее и повышает риск более чем в 2 раза прогрессирования до стадии СПИДа. Кроме того, в данном может сопровождаться более высокой скоростью уменьшения количества CD4 плюс Т-лимфоцитов. Мне говорят, что я могу сам управлять, правда, я по-прежнему это делать не могу. Please, next slide, next. Я хочу показать просто ряд состояний, поскольку осталось немножко времени. Next slide, please. Тревожные расстройства. Это вторые по распространенности состояния, которые встречаются у 4 до 82% ВИЧ-инфицированных, и они, как правило, сопутствуют депрессивным симптомам. И еще есть такое состояние, как паническое расстройство. Это встречается оно у 32,6% людей, живущих с ВИЧ. Next slide, please. And next. Next. Кратко остановлюсь на шизофрении и биполярном аффективном расстройстве. Значит, здесь вот как такового взаимного влияния до определенного момента, казалось, нету, однако последние исследования показали, вот наши российские исследования показали, что пациенты с шизофренией, и у которых имеется ВИЧ-инфекция, и они не принимают антиретровирусной терапии, то есть у них высокие очень показатели вирусной нагрузки, то они, вот эти состояния финальные, которые развиваются при шизофрении, они развиваются гораздо медленнее. То есть получается такое вот подавление иммунитета у пациентов с шизофренией, оно сказывается тут положительно. Но здесь есть еще ряд нюансов, которые нужно исследовать, но в принципе вот первые данные, которые получены, они достаточно интересны, наверное, даже больше с точки зрения лечения пациентов с шизофренией. То есть поскольку до сих пор, наверняка вы знаете, у нас нет лекарства от шизофрении, которое бы помогало на 100%. Please, next slide. Я хотел бы показать слайд с приложениями, которые можно использовать для самопомощи. Это будет мой финальный слайд. Please, next. And next. Next. Thank you. Я хотел бы обратить внимание, меня просили организаторы, на то, как мы можем сами себе помочь. Я вот выделил, группы самопомощи, я здесь не буду рассматривать, потому что это, наверное, больше ваша тематика. А вот с нашей стороны, Союзом охраны психического расстройства, были разработаны вот такие приложения, которые называются «Антипаника» и «Антидепрессия». Это бесплатные приложения для, людей, у которых имеются депрессивные симптомы или панические атаки, у которых возникают. И с помощью этих приложений человек может узнать больше о том, что же это такое паника, что такое депрессия. Там есть инструменты, которые позволяют работать вот с этим состоянием. И также есть ряд очень хороших рекомендаций, которые позволят себе помогать самостоятельно. Это до обращения к специалисту или во время обращения к специалисту можно использовать вот данные конкретные приложения.
Я благодарю за внимание. Извините, если я немножечко перебрал по времени. Просто очень хотел показать, вот, что есть возможность помогать себе, и сейчас это доступно, в общем-то, для каждого, у кого есть смартфон. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам большое. Замечательное такое вводное слово в тему, да, про клинические аспекты и про приложение. Огромное вам спасибо. И вам нужно убежать, да, насколько я знаю. Да, так что, На какое-то время еще останусь, так что если я буду нужен, я могу конечно. подключить. Хорошо, спасибо большое. И я тогда, наверное, представлю, да, Свет, можно, следующего спикера. Это Мариан Саид, член ETG, Европейской группы по лечению СПИДа. И Мариан немного расскажет о проекте, который начался в этом году. Это такой замечательный проект, который как раз-таки касается психического здоровья людей, живущих с ВИЧ. И Мариан с коллегами провели обзор существующей информации на эту тему. Да, и Мариан осветит немного проект и ту повестку, которая сейчас актуальна в этом поле. Да. Мариан, please. Yeah, I think I'm there. Good afternoon, everyone. Здравствуйте, добрый день. Сегодня я хочу вам представить результаты нашего проекта. Пожалуйста, переходим к следующему слайду. Отлично. Наш проект называется «Психическое здоровье, благополучие и ВИЧ». Данный проект создан специально для того, чтобы собрать данные, касающиеся ментального здоровья, и перевести их в практические рекомендации, как для сообществ, так и для профессионалов в европейском контексте. И в данных рекомендациях мы будем рекомендовать, чтобы была большая поддержка на уровне профилактики, скрининга, лечения и ухода, касающихся проблем, связанных с ментальным здоровьем. Также мы планируем создать платформу, которая позволила бы общение и контакты между нуждающимися и профессионалами. Данный проект направлен на стейкхолдеров, на людей, живущих с ВИЧ, на медицинских профессионалов и так далее, для того, чтобы люди могли принимать решения, связанные с их собственной жизнью, в отношении их психического здоровья и диагностики ВИЧ. Какой результат мы ожидаем от этого проекта? Мы считаем, что существует связь между ментальным здоровьем, благополучием и ВИЧ в данном контексте. Если мы будем направлять наше внимание на все три компонента, то благополучие пациентов в общем улучшится. Следующий слайд. Цели нашего проекта – это оценить, какие проблемы существуют среди людей, живущих с ВИЧ, и также в различных подгруппах людей, живущих с ВИЧ, также рассмотреть важность психического здоровья и эффективности ВИЧ-лечения, также результатов этого лечения. Следующий слайд. Мы провели исследования в европейском контексте, потому что раньше существовали множество исследований из Африки, из Азии и из США, поэтому мы решили провести свое исследование. 51% этого исследования было проведено в Северной Европе, в большинстве своем в Великобритании, также во Франции, России, Голландия, Дания, Испания, Украина, Казахстан, Румыния, Швейцария, Португалия и Швеция.
Таким образом, это было такое исследование, проведенное во многих странах. И также эта информация была опубликована в период с 2009 по 2020 год. Какая популяция была исследована? 32 исследования были проведены среди взрослых людей и 3 исследования среди подростков. Как обычно, было больше мужчин включено в исследование, за исключением одного, проведенного в России. В одном из исследований мы сравнили показатели людей, которые проходят лечение, с теми людьми, которые живут в СВИЧ и не проходят лечение. Не было контрольных групп. В более половине исследований только 7 исследований включали контрольные группы. Следующий слайд. Looking into different problems, stealing. Что касается различных проблем, мы рассмотрели разные виды проблем, например, такие как возникновение психиатрических каких-то симптомов, приверженность лечению, начало лечения, резистенция медикаментозная и другие проблемы, которые мы изучили. Связанные с качеством жизни людей, живущих с ВИЧ, среди взрослого населения, а также среди подростков. Также мы рассмотрели риск возникновения шизофрении среди пациентов, живущих с ВИЧ, и других серьезных психических заболеваний. Мы рассмотрели только серьезные психические заболевания. Также во Франции было проведено исследование, касающееся автоагрессии. Следующий слайд. Что же мы обнаружили? Исследование показало, что как взрослое население, так и подростки существует высокий риск связи между диагнозом ВИЧ и психическими заболеваниями среди этого населения. Сейчас я хочу рассказать в основном о тех находках, какие заболевания мы нашли. Депрессия была основным заболеванием среди людей, живущих с ВИЧ, наиболее часто встречающееся. Многие исследования показали, что уровень депрессии возрастает среди людей, живущих с ВИЧ. Это происходит не только в Европе, но также на других континентах, таких как Африка, Азия и Америка. Следующий слайд. Было также несколько исследований, посвященных прямым эффектам депрессии. Одно исследование было проведено в Казахстане, связь депрессии и иммунитета. И была выявлена связь между иммунитетом и депрессивными симптомами среди людей, живущих с ВИЧ в Казахстане. И эта связь между симптомами и низкими клетками CD4 была очень заметна. 7% исследовательных пациентов показали уровень этих клеток менее 350 на кубический миллиметр. Далее, следующий слайд. Депрессия и качество сна. Было проведено перекрестное исследование во Франции, и 47% респондентов выявили, что страдают от некачественного сна. Особенно усиливали такие факторы, как мужской пол, люди, которые живут... Марьяна, мы вас хотим попросить, чтобы вы помедленнее читали, пожалуйста. Депрессия и смертность. Мы не нашли никаких европейских исследований, но есть исследования из других континентов, касающиеся депрессии и смертности. Тревога – это другое психическое расстройство, которое мы обнаружили. Люди, живущие с ВИЧ, показали более высокие уровни тревоги. И эта динамика замечена также среди
подростков, не только среди взрослых. Было 2 исследования в Украине и в России, которые показали повышение уровней тревоги. Они обычно связаны с социальными факторами, различные поведенческие проблемы среди людей, молодых людей, диагностированных ВИЧ. В этом исследовании мы отметили различные симптомы тревоги, такие как низкая самооценка, употребление наркотиков и алкоголя и другие. Таким образом, мы отметили, что тревога была в разных группах представлена. Также мы обнаружили в исследовании, проведенном в Украине, что люди, живущие с ВИЧ, показали более высокие уровни тревоги. Такое же исследование было проведено в России с теми же результатами. Более 13% также показали симптомы посттравматического синдрома. Мы можем сравнить эту статистику также со статистикой психиатрической. И мы можем сравнить эти данные между различными группами пациентов. Это нам показывает, что уровень заболеваний, уровень симптомов среди этих пациентов был довольно-таки высокий. Следующий синдром, который мы рассмотрели, это посттравматический синдром. Было проведено только одно исследование, касающееся посттравматического синдрома. Это исследование было проведено во Франции, и оно показало, что пациенты, которые лечились во французских больницах, более 13% страдали от посттравматического синдрома в связи с их диагностикой, в связи с получением диагноза. Следующий слайд. Другая проблема – это автоагрессия. Исследование среди молодых людей Великобритании показало, что существует предрасположенность к автоагрессии среди этих пациентов, как среди молодых людей, живущих с ВИЧ, по сравнению с теми, у кого нет диагноза ВИЧ. Поэтому мы здесь видим, что нет связи с гендером и полом. Следующий слайд. Качество жизни и психическое здоровье. Было проведено несколько исследований, как я уже вначале сказала, которые рассмотрели ментальное здоровье и различные варианты, связанные с качеством жизни среди людей, живущих с ВИЧ. Было проведено исследование в Казахстане, которое показало, что депрессивные расстройства влияли на качество жизни людей, живущих с ВИЧ. Другое исследование было проведено в Испании и показало, что депрессивные настроения являются важным фактором, влияющим на психическое здоровье и качество жизни людей, живущих с ВИЧ. Было проведено также исследование в Швеции, и 1 из 4 респондентов сказали, что они испытывают сильные чувства безнадежности и так далее.
There was another study also comparing the quality of life of untreated HIV controllers. Затем было проведено исследование среди пациентов, которые не получают лечение в связи с ВИЧ. Что касается их психического состояния, было проведено сравнение с пациентами без ВИЧ-диагноза, и была отмечена, разумеется, разница. Следующий слайд. Точнее, следующее исследование, которое было проведено в Андалузии, показало, что есть больше индикаторов среди женщин, нежели чем среди мужчин. То, что касается пациентов, живущих с ВИЧ. Следующий слайд. Другие связи между ВИЧ и психическим здоровьем. Какие еще существуют показатели? В Великобритании было отмечено, что представители белой расы чаще страдают от ментальных психических расстройств по сравнению с темнокожими, с азиатами или с представителями других этнических групп. Женщины также показывают больший риск каких-то психиатрических заболеваний. И употребление наркотиков также является важным фактором, связанным с психическим здоровьем и условиями. В Дании симптомы депрессии были более выражены среди женщин и представителям различных других этник по сравнению с представителем белой расы. В в России было выделено, что мужчины, вступающие в половые связи с мужчинами, также находятся в группе с более высоким риском различных психических нарушений в связи с диагнозом ВИЧ. Теперь, какие результаты? Профилактика. Психиатрические заболевания, связанные с риском заражения ВИЧ. Это было проведено только одно исследование, касающееся заражения ВИЧ после диагностики шизофрении, что существовал более повышенный риск заражения ВИЧ среди пациентов с шизофренией. Поэтому очень важно принимать во внимание эти группы населения, у которых есть уже какие-то психические расстройства, либо которые употребляют наркотики. В США были проведены исследования, которые показали, что присутствие наличия какого-то ранее диагностированного психического заболевания на 4-5% повышает риск заражения ВИЧ. Это что было показано среди общего населения США. Мариан, простите, мы вас прервем, у вас только 1 минута осталась. Хорошо. Можно перейти, пожалуйста, к последнему слайду. Пробелы, которые мы отмечаем. Что были проблемы на бытовом уровне с деятельностью, которую люди ведут каждый день. Также риск суицида. Далее различные психосоциологические факторы, такие как неравенство на экономическом уровне. Также исследования показали связь между психиатрическими заболеваниями, возможностью заражения ВИЧ и другими экономическими, социальными и прочими факторами.
И также была показана разница между людьми, которые получают и не получают лечение ВИЧ. Все, большое спасибо. Thank you so much. Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо большое, Егор, за ваши подробные описания и в вопросах клинических аспектов, исследовательских аспектов. Мы всегда говорим о том, чтобы продвигать интервенции и находить ресурсы для услуг, таких как психическое здоровье. Нам нужны цифры, нам нужны научные доказательства. И спасибо, что вы сейчас их представили. И это будет служить, я думаю, основой для тех, кто хочет продвигать вопросы психического здоровья в контексте научной обоснованности. И сейчас я имею удовольствие передать слово Анастасии Петровой, которая, в принципе, является виновницей сегодняшнего события и которая является директоркой Российской организации «Партнерство равное». И Анастасия расскажет о таком важном аспекте для нас сегодня, как влияние пандемии COVID на психическое здоровье, в том числе людей, живущих с ВИЧ. Настя, пожалуйста. Твоя презентация. Спасибо большое. Сейчас мы пытаемся вывести мою презентацию на экран. Так, одну минутку. Rachel, do you have my presentation? Sorry. Hi, Anastasia. This is Niluka. Okay. Yeah. Rachel will be This is sharing it. a presentation. Yeah, this is it. Yeah. And the next slide, please. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Анастасия Петрова. Я из России. Я живу в Петербурге, и я директор некоммерческой организации «Партнерство равных». И действительно, как сказала Света, мы подавали заявку на конференцию и очень хотели осветить тему и высветить взаимосвязь психического здоровья и ВИЧ-инфекции. И я счастлива, что такая возможность предоставилась. И хочу сказать, что это символично сегодня, потому что завтра Всемирный день психического здоровья, он проходит каждый год 10 октября, и сегодня накануне мы освещаем эту повестку, очень важную. Каждый год День психического здоровья связан с той или иной темой, и в этом году темой Дня психического здоровья является психическое здоровье для всех. И этот год высветил, что психическое здоровье и вопросы психического здоровья касаются каждого. И забота, уход о своем психическом здоровье – это такая жизненная необходимость, которая в этом году в связи с пандемией коронавируса стала очевидной для многих. И поэтому и организаторы конференции попросили меня осветить тему, связанную с психическим здоровьем людей, живущих с ВИЧ во время пандемии. Ну и, в общем-то, мой интерес тоже в этом есть очень большой. И следующий слайд, пожалуйста. Next slide, please. Немного расскажу пару слов о нашей организации. Мы занимаемся поддержкой пациентских сообществ и являемся ресурсной площадкой для того, чтобы пациентские сообщества развивались, росли. И то, что мы делаем, это во многом результат того вдохновения, которое я получила, работая долгое время в сфере ВИЧ-инфекции. И в действительности именно пациентские сообщества людей, живущих с ВИЧ, являются для меня таким замечательным и очень сильным примером
возможностей пациентских сообществ. Даже конференция, на которой все мы сейчас присутствуем, является, наверное, самым ярким показателем, да, и демонстрацией того, насколько сильными могут быть пациентские сообщества и какой огромный ресурс заложен как для изменения своего качества жизни, так и для изменения общественного мнения по тому или иному вопросу. И хотелось бы высветить тот момент, что люди, живущие с ВИЧ, в общем, привыкли объединяться и помогать друг другу в тех вопросах, которые касаются ВИЧ-инфекции, которые касаются профилактики ВИЧ среди уязвимых групп, которые касаются лечения ВИЧ-инфекции, которые касаются доступа к лечению. И мне бы хотелось своим выступлением вдохновить вас на то, чтобы создавать сервисы для заботы и о психическом здоровье в сообществе, в общем, теми же средствами и через тот же подход, равный равному, который, в общем-то, каждому в сфере ВИЧ-инфекции хорошо известен. Next slide, please. Next slide, please. Thank you. Previous. Окей. Конечно, да, всем очевидно, что 2020 год – это год вызовов на систему здравоохранения различных стран, да, всех стран, я бы сказала, это вызовы для экономики, но, конечно же, это вызовы и для психического здоровья всего мирового сообщества и каждого человека в отдельности. И сейчас уже существует ряд исследований, которые показывают, что пандемия коронавируса оказала очень сильное влияние на психическое здоровье, в принципе, всех людей. И это связано с разными факторами. Это связано с тем, что коронавирус – это новая и неожиданная и непонятная угроза, которая касается угрозы для нашей собственной жизни. И это сама по себе ситуация является такой очень стрессогенной и депрессогенной. И, конечно же, сама по себе ситуация, да, является такой провоцирующей на то, чтобы психическое здоровье ухудшалось. Но также изоляция, которая была мерой для предотвращения распространения эпидемии, изоляция сама по себе также стала фактором, ухудшающим психическое здоровье людей. Но уже сейчас есть некоторые данные, что люди, живущие с ВИЧ, оказались наиболее уязвимы в это время тяжелое, и, в общем, доступ к услугам, как связанными с ВИЧ-инфекцией, так и связанными с психическим здоровьем, оказался очень сильно затруднен. И на данный момент проведено не так много исследований по этому поводу, но я нашла два таких самых крупных и очень коротко постараюсь о них рассказать. Next slide, please. Next slide, please. Thank you. Итак, первое исследование было проведено в Соединенных Штатах, и оно касалось вообще различных факторов, не только психического здоровья, да, но и экономического состояния мужчин, имеющих секс с мужчинами, и в ходе этого достаточно обширного исследования, да, тот процент участников, который проходил опросники на депрессию и на тревогу, в общем, показал достаточно высокий результат. И, как мы видим на этом слайде, была выявлена депрессия у 35% мужчин, имеющих секс с мужчинами во время пандемии, и 34%
показали, продемонстрировали высокий уровень тревоги. Для сравнения, средний такой показатель депрессии среди популяции – это 20%. То есть здесь мы явно видим такое превышение. Next slide, please. Next slide, please. Thank you. Более таким обширным исследованием стало исследование состояния психического здоровья и качества жизни среди молодежи. Исследование было проведено ЮНИСЕФ и выявило, что 70% молодых людей, живущих в СВИЧ, сказали о том, что они переживали состояние тревоги во время пандемии. Next slide, please. Next slide, please. Thank you. Итак, по каким же причинам молодые люди с ВИЧ испытывали тревогу? Первое – это, конечно же, беспокойство по поводу своего состояния здоровья. Да? Второе – это беспокойство по поводу состояния здоровья своих близких и потеря заработка. И дальше мы видим уже проблемы, которые связаны в большей степени с наличием ВИЧ-инфекции. Так, практически половина участников этого исследования сказала, что их тревога была связана с затруднением в доступе к необходимым медикаментам, к лечению. Next slide, please. Next slide, please. Еще молодые люди с ВИЧ говорили о тревоге по поводу изоляции и тревоги, связанной с стигмой по поводу ВИЧ-статуса, с тревогой, связанной по поводу гендерного и сексуального насилия, и многие столкнулись с большими проблемами в связи с тем, что условия проживания не соответствовали, да, какому-то внутреннему комфорту, и приходилось делить комнату с кем-то, это тоже вызывало тревогу. Next slide, please. И что касается доступа к услугам, он тоже был затруднен, и здесь речь идет о услугах по заботе о психическом здоровье. Так, мы видим, что 34% испытывали затруднения в том, чтобы получить необходимые медикаменты, необходимые для заботы о психическом здоровье. При этом 9% вообще их никогда не получали, хотя нуждались в этом. И на второй схеме мы видим, что 47% недополучили необходимую для них психологическую поддержку, да, что им не хватало психологической поддержки. 14% сказала о том, что в принципе никогда не получала ее, хотя нуждалась в ней. Next slide, please. И по результатам этого опроса было выявлено, что 50% респондентов, молодых людей от 18 до 29 лет, живущих с ВИЧ, говорят о том, что во время пандемии коронавируса они нуждались, 50% говорит о том, что они нуждались в консультировании по поводу тревоги и депрессии, и 23% сказали о том, что им необходима была равная поддержка и взаимодействие с людьми, живущими с ВИЧ. Next slide, please. И next slide, please. И следующий слайд будет связан с тем, как мы можем ответить на, как сообщества могут отвечать на вызовы пандемии и не только, и что мы можем делать для того, чтобы улучшать качество жизни и состояние психического здоровья людей, живущих с ВИЧ, силами сообщества. И мы разработали такую модель, да, лишь
которая связана с 5 шагами для равной поддержки людей, живущих с ВИЧ в тяжелые времена. И первый шаг мы назвали «Слушай», «Listen», и это такая возможность дать слово человеку, который может поделиться с нами переживаниями и выслушать другого. Это всегда такой первый шаг для того, чтобы оказать первичную психологическую поддержку. Next slide, please. Next slide. Next slide. В 2017 году темой Дня психического здоровья была депрессия, и Всемирная организация здравоохранения делала такую широкую кампанию «Депрессия, давай поговорим». И вот этот призыв «давай поговорим» – это такой первый шаг для того, чтобы человек мог выходить из изоляции внутренней и начинать делиться своими переживаниями. Это очень важно. И именно в системе равной поддержки, в системе равного консультирования или в системе группы взаимопомощи такая возможность должна быть предоставлена, поскольку именно равный – это самый близкий человек, общение с которым проще всего начать, когда есть сложные, тяжелые депрессивные переживания. Next slide, please. И что же может быть вторым шагом? Вторым шагом мы предлагаем информирование, inform. И здесь, конечно, есть масса способов информирования о том, какие есть симптомы у депрессии, у тревоги. Next slide, please. И здесь я не буду перечислять, однако все мы имеем доступ к информации по психическому здоровью и помним, что если человек чувствует апатию, проблемы со сном, снижение энергии, навязчивое чувство вины и самобичевание, самостигматизацию, то это может говорить о первых симптомах депрессии, которые важно рассказать человеку, если я подозреваю, что он может страдать от этого. Next slide, please. Next slide. И здесь очень интересная инфографика, которая помогает нам определить, где тревога, а где COVID-19, найти этот водораздел, это тоже про информирование, поскольку самое сильное переживание, с которым люди сталкивались во время пандемии, это именно тревога, и мы можем изучить симптомы тревоги, знать их, как равные консультанты, тоже помогать узнавать об этом нашим клиентам. Next slide, please. И что же может быть следующим шагом? Следующим шагом может быть скрининг, и должен быть скрининг. И, конечно, диагноз депрессия или тревожное расстройство может поставить только врач, но заподозрить депрессивные симптомы и сделать первичную диагностику – это в наших силах. И я не буду приводить те опросники, которые существуют, их достаточно легко обнаружить. Есть опросники Бека на депрессию, ну и масса опросников, которыми можно пользоваться как в режиме онлайн, так и в печатном виде. То же самое и с тревогой, то есть это, в общем-то, такие диагностируемые состояния, которые, как мне кажется, можно диагностировать в рамках равного консультирования. Next slide, please. And next. Да, и что же мы можем делать еще? Конечно же, помогать. И здесь важно сказать, что, например, депрессия требует подключения медицинской помощи, и я ни в коем случае не призываю заменять равную поддержку
равной поддержкой медицинскую помощь. И когда мы продиагностировали, и если мы подозреваем, что у человека есть депрессия или тревожное расстройство, то наша обязанность направить человека к специалисту, к психиатру или к психотерапевту для диагностики, для назначения медикаментов, если это необходимо, и для психотерапии. Так, при депрессии и тревоге наиболее рекомендованный подход когнитивно-поведенческая психотерапия. Однако в той же самой когнитивно-поведенческой психотерапии есть методы, которые мы можем использовать сами. Next slide, please. Настя, 1 минута, пожалуйста. Хорошо. Так, например, Всемирная организация здравоохранения рекомендует такой подход, как интерперсональная терапия, как терапия первой линии при депрессии. И есть такое замечательное руководство по интерперсональной терапии. Его легко найти на разных языках, оно существует. И оно разработано для того, чтобы работать в группах под руководством куратора. Здесь не нужен профессионал, чтобы эти группы вести. Достаточно просто равного, более подготовленного, который под руководством супервизии может делать такие помогающие практики для людей с депрессией. Next slide, please. И, конечно же, последним таким шагом это такое приглашение к укреплению потенциала сообщества, Empower, и здесь речь идет о группах взаимопомощи, когда в разных состояниях депрессивных или уже когда человек выходит из депрессии, необходимо вот это сообщество, которое будет взаимодействовать именно по вопросам психического здоровья. И мы можем делать группы взаимопомощи не только по вопросам ВИЧ-инфекции, но и по вопросам, связанным с психическим здоровьем. И я призывала бы делать отдельные специфические группы по вопросам психического здоровья, потому что на группах, связанных только с ВИЧ-инфекцией, не всегда есть возможность поговорить о симптомах депрессии, о симптомах тревоги. И существует замечательное руководство для создания таких групп взаимопомощи по психическому здоровью. Next slide, please. Так, одним из самых популярных руководств является вот это руководство Всемирной организации здравоохранения. Его довольно легко найти. Next slide, please. И наша организация «Партнерство равных» также недавно, совершенно буквально на днях, мы выпустили пособие по ведению групп взаимопомощи для людей с депрессией и биполярным расстройством при поддержке фонда президентских грантов. Это пособие будет доступно на русском языке, распространяться бесплатно, и это дает такую возможность создать группу взаимопомощи с нуля. Next slide, please. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что я немного вдохновила вас на развитие сервисов для психического здоровья на базе сообществ. Настя, спасибо большое за твою такую детальную презентацию, за такой глубокий обзор. И, конечно, что очень ценно — это инструменты. Очень важно знать инструменты, куда обращаться за помощью и каким образом организовывать эту помощь. И, конечно, то, что ты подчеркнула, важность равного консультирования, равной поддержки. И в этом контексте нам тоже важно понимать, что группа людей, живущих с ВИЧ, это неоднородная группа. Это разные люди, у которых есть разные уязвимости, разные идентичности. И сейчас я с удовольствием передам слово доктору Тамашу из Европейской академии пациентов, который поделится опытом группы мужчин, имеющих секс с мужчинами, в контексте организования помощи психологической, равной равному, в программах снижения вреда для мужчин, мужчин, имеющих секс с мужчинами и которые употребляют наркотики. Доктор Тамаш, вам слово, пожалуйста. Thank you so much, and a warm welcome to all of you, and I'm really happy. Большое спасибо, Светлана. Для меня большое удовольствие, привилегия находиться здесь с вами. Я думаю, что это замечательная возможность для нас, для сообщества и также для тех, кто предоставляет услуги
или те услуги, которые мы должны еще создать. Наверняка многие со мной уже знакомы. Я из Будапешта, из Венгрии, но в последние пару лет я живу в Германии. По профессии я психолог-лингвист. У меня есть... Я доктор, но я не медицинский доктор, я доктор в психологической науке. 17 лет, как я живу с ВИЧ, я гей, и я раньше был наркозависим. Поэтому существует такая интерсекциональность в сегодняшнем подходе. Существует также и интерсекциональность, что касается уязвимости. Несмотря на то, что в моей жизни у меня было много привилегий. Не знаю, могу ли я двигать слайды. Перейдите, пожалуйста, к следующему. Я не получаю никаких экономических средств для моих исследований. И если же я получаю какие-то средства, обычно я их передаю различным организациям. Следующий слайд. Это то, о чем я хочу сегодня быстро рассказать. Это возникновение проблем, связанных с психическим здоровьем среди мужчин, которые вступают в половые связи с другими мужчинами. Таким образом, эта информация будет важна как для гей-сообщества, но мужчины, которые вступают в половые связи с мужчинами, это не обязательно геи. Уже практически все спикеры сегодняшние упомянули следующий факт, что основная причина – это депрессия. И в этом контексте я также хочу подчеркнуть роль стыда, как мы должны говорить о стыде, каким образом психиатры и равные советники нам могут в этом помочь. Также хочу подчеркнуть важность такого обширного подхода к этим услугам для мужчин, имеющих секс с мужчинами, и мужчин, употребляющих наркотики. Скрининг. Хочу немного рассказать о том, как может проводиться скрининг в этих сообществах. И также немного поговорю о вмешательстве, таких как терапия. И далее о системных изменениях, которые могут привнести свой вклад и которые позволят нам гарантировать предоставление необходимых своевременных услуг. Здесь я хочу привести цитату профессора Ремина. Он сделал потрясающую презентацию на конференции, касающейся ретровирального лечения и инфекции в 2018 году. Это была важнейшая презентация, ее важность. В первый раз кто-то упомянул об этом, о вопросе связи между психическими проблемами и социальной средой и ВИЧ, и также употреблением субстанций. Несмотря на то, что это всегда стояло на повестке дня нашего сообщества, мы всегда подозревали, что существует какая-то связь. Это перспектива, эта точка зрения, она раньше не была так широко представлена. Только буквально пару лет назад профессор, психиатр Римен, он скомбинировал эти различные перспективы и инсайты и объединил их в один общий подход, о котором я далее расскажу. Следующий слайд. Эту тему продолжили наши спикеры, и как Мариан уже говорила, это была очень интересная и важная информация. Я очень благодарен за эту презентацию, за то, что они продолжают этот проект.
который только пару лет назад был начат. Буквально пару лет назад мы ведем этот разговор о связи между психическим здоровьем и ВИЧ. Мы знаем, что возникновение проблем, связанных с психическим здоровьем, очень отличается среди населения с ВИЧ по сравнению с общим населением в целом. Я не буду на деталях останавливаться, потому что вы данные уже слышали. Марьяна уже рассказала о научной составляющей этой проблемы, также Егор и Светлана. Но я думаю, что здесь важно отметить, что мы не можем разделять причины и следствия. Есть некие аргументы, которые подтверждают, что люди, которые страдают от депрессии, они более уязвимы к тем ситуациям, в которых они могут заразиться ВИЧ. И также мы знаем, что люди, которые живут с ВИЧ, они более подвержены риску заболеванию депрессией, учитывая те хронические процессы, которые происходят в их организме, и другие факторы. Все это может провоцировать возникновение депрессии. Но какая здесь основная проблема? Вопрос здесь не в том, что является причиной, что является следствием. Вопрос состоит в следующем: что мы можем с этим сделать? Система здравоохранения очень важна, особенно сейчас, во времена пандемии, как уже было несколько раз сегодня сказано. Потеряли аудио, потеряли спикера. В таких странах, как, например, Германия, система здравоохранения также страдает от депрессии. Я даже не буду сейчас говорить о причинах этого состояния, но мы в этих условиях попросту должны передать эту возможность в руки сообщества, в руки людей, которые задеты ВИЧ, которые задеты фактом употребления субстанций, чтобы у них были эти услуги, чтобы они могли помочь настолько, насколько это возможно, в тех местах и в тех условиях, где система здравоохранения больше не может предоставлять подобные услуги. Я работаю также как и преподаватель в Европейской академии. Я учу пациентов, я учу их, как они могут стать экспертами не только в темах ВИЧ, но также касательно других заболеваний. И вы можете видеть, как эта работа расширяет права и возможности, повышает образование, уровень знаний и насколько важна эта деятельность. Поэтому, если мы направим, если мы канализируем эту энергию в направлении услуг по поддержке психологической, психиатрической, также будут последствия расширения прав и возможностей на личном уровне и также на уровне сообщества. Поэтому это очень важно для участия сообщества в этой сфере. Следующий слайд. Опять же, эта тема была упомянута несколько раз в предыдущих презентациях. Я хотел бы особо обратиться к презентации Егора. Он описал довольно-таки схожую структуру, но, может быть, с точки зрения другого подхода или другой перспективы. Этот слайд я взял из презентации доктора Ремена, о котором я говорил в начале моей презентации.
И я хочу вам сказать следующее, чтобы вы видели различные факторы, которые влияют как на психическое здоровье, психические различные заболевания, так и на ВИЧ. Здесь есть аббревиатура, это СЭС, социоэкономический статус. Может быть, вы эту аббревиатуру раньше не встречали. Поэтому, если мы возьмем во внимание эти различные категории, такие как демография, сообщество, насколько ваше сообщество является безопасным, получаете ли вы поддержку и так далее, или же наоборот, существует ли какая-то ситуация, связанная с насилием в вашем сообществе. И также, если мы рассмотрим интерсекциональность в отношении стигмы и других психосоциальных характеристик, таких как насилие по причине гендера, травма и так далее. Все эти факторы, они могут либо способствовать, либо наоборот помогать в плане возможности заражения ВИЧ. То есть либо способствуют, либо наоборот противодействуют. Поэтому если мы разнесем эти факторы, станет довольно-таки понятно, насколько тесно они связаны с этими сферами. Это для нас очень важно понимать, потому что это означает, что когда мы каким-то образом вмешиваемся, это вмешательство, оно происходит не на биологическом и медицинском уровне. Этого недостаточно для того, чтобы помочь человеку, живущему с ВИЧ. Мы также должны обратить внимание на другие факторы. Мы должны каким-то образом понять, что же влияет на его или ее жизнь, какое влияние они оказывают на статус этого человека, как ментальный статус, так и на статус в связи с ВИЧ. Я думаю, что это довольно-таки очевидно. Я просто повторяю то, что ранее сказал профессор Ремьен. Тело и дух — это они едины. Вы не можете разделить ваше тело от вашей души, потому что это попросту не работает. Мы живем в наших физических телах, и мы должны заботиться об обоих аспектах одновременно: о своей душе, о своем теле, о своей психике, о своем разуме, о том, что существует внутри этого разума каждого человека. И мы можем это сделать лучше всего при поддержке сообществ, при поддержке людей, которые знают о ваших проблемах по себе. Следующий слайд. Поэтому мы постоянно говорим об этом обширном подходе. Мы обнаружили частые упоминания в литературе на протяжении последних 2 десятилетий, что небольшой стресс, он довольно-таки... Эта модель стресса довольно-таки важна для нас. Важно понимать, что существует, так скажем, вот это различие в кавычках между человеком и всеми остальными. И здесь вопрос не только принятия со стороны сообщества для того, чтобы победить это различие, так называемое. Вы должны принимать вас должно не только сообщество, но вы должны принимать себя сами.
И как люди, живущие с ВИЧ, как люди, употребляющие наркотики, мы возвращаемся к этой теме. Существует стыд в этой связи. Стыд — это не новое явление, это очень важная точка, очень важный компонент. И когда речь идет о употреблении субстанции или о ВИЧ-диагнозе, этот стыд возникает и снова показывается. Поэтому мы часто просто не доходим до этой темы, до чувства вины, до чувства стыда по причине заражения ВИЧ, по причине употребления наркотиков и каких-то других субстанций. Люди испытывают стыд, потому что они занимаются секс-работой и так далее. Существует множество факторов, которые вносят свой вклад в эту проблему. Но если вы подойдете с этой перспективы, если вы начнете работать со стыдом с самого низа, это вам поможет как равному партнеру или советнику или консультанту, так скажем, напрямую. Это вас приблизит к решению, это вам поможет помочь каждому человеку справиться с его или ее проблемами. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому мы говорим, что мы уже довольно-таки много знаем, есть много исследований, проведенными другими врачами, докторами, также есть мои собственные исследования. Это не волшебство, это не какое-то ведьминское искусство, это то, что другие люди, психологи, психиатры и консультанты, они собрали эту информацию, это уже существующее знание. Мы можем этому учить и также учиться. Поэтому это не просто какой-то дар, который упал с небес. Вы можете этому обучиться. И я тоже могу. Поэтому почему бы не сделать это на уровне сообщества? Конечно, существуют различные сложности, как и для людей, предоставляющих услуги, потому что нужно знать различные клинические вещи, связанные с диагностикой. Также важно уметь разговаривать на неудобные темы, такие, например, как сексуальная жизнь человека, факт употребления субстанций. Обычно люди довольно-таки некомфортно себя чувствуют. Доктор Томаш, 1 минутка осталась. Хорошо. Также нехватка времени. Ну что ж, существуют другие проблемы, которые накладываются на симптомы, на стигму и на стыд, о которых мы уже говорили. Поэтому мы можем это перевести на уровень сообщества. Следующий слайд. Я только что об этом говорила, что важно проводить скрининг не только на уровне образования, но также на уровне сообщества. Следующий слайд. Например, в Берлине, чем занимаемся? Существует множество решений на уровне сообществ, и мы считаем, что они являются очень важными в рамках тех услуг, которые предоставляются. Также мы получаем поддержку от местного федерального правительства на уровне финансов, также на уровне предоставления моделей. Мы знаем, что терапия работает. Мы еще не понимаем, каким образом она помогает, но мы видим, что существует от нее польза. Мы знаем, что нет какого-то быстрого решения, поэтому мы должны на долгосрочный период найти какие-то решения, наладить отношения с клиентом или с пациентом. И мы не должны они не должны этого стыдиться, они не должны чувствовать себя изолированными. Опять же, мы подходим к этому целостному всеобщему подходу. А теперь хотел бы упомянуть, что происходит в Будапеште.
Ничего из вышеперечисленного не существует, поэтому сложно сказать, что вот вы это должны делать, то-то и то-то. Мы должны понимать, что существуют условия, которые ограничивают ваши возможности, но мы не должны сдаваться, мы можем заниматься этим на низовом уровне. Мой следующий слайд, последний слайд показывает примеры организаций, которые занимаются этим довольно-таки активно в Берлине. И я хочу вас пригласить связаться с этими организациями, попросить у них, чтобы они рассказали о своей методологии, о своей методике, каковы результаты их работы. Эти организации будут рады поделиться с вами своим опытом, будь то письменно или же устно. Даже если ваши ресурсы ограничены, если у вас недостаточно денег, если у вас нет волонтеров, всегда есть что-то, чему вы можете поучиться у этих организаций, потому что они тоже начинали с нуля. И я также буду рад ответить на ваши вопросы в случае, если они возникнут. Спасибо, доктор Тамаш. Очень важная презентация в контексте того, что вы действительно обратили внимание на важность environment, то есть окружения, и тех сопутствующих факторов, в которых живет ВИЧ-положительный человек. И также важно вопросы прав человека и безопасности. Спасибо, что обратили внимание и на насилие, и на вопросы криминализации. Действительно, это добавляет дополнительной нагрузки на психическое здоровье людей, живущих с ВИЧ. И сейчас мы переходим тоже к отдельной группе, к женщинам, живущим с ВИЧ, и исследованию, которое провела Наталья Сидоренко, представительница Евразийской женской сети по СПИДу. И перед тем, как передать Наташе слово, я хотела бы обратить внимание на некоторые цифры, которые я во время своей исследовательской работы получила, сравнивая психическое здоровье у девочек, живущих с ВИЧ возрастом 14-18 лет, и у женщин ВИЧ-положительных. Это исследование было проведено силами сообщества и по единой методологии с разницей в несколько лет. И это исследование показало, что показатели психического здоровья у девочек намного лучше в сравнении с женщинами. Вот, к примеру, среди состояний, причиной которых является ВИЧ, у девушек стыд составляет 19% против 67% у женщин. Отрицание и нежелание принять свой диагноз 30 против 57% у женщин. Проблемы низкой самооценки 17% у девочек и 49% у женщин. Наташа, пожалуйста, тебе слово. Спасибо, Света. Я буду краткой. Можно перейти к следующему слайду. Очень много сегодня говорили о психическом здоровье и его связи с ВИЧ-инфекцией. И на самом деле, когда готовилась, прямо для меня стало открытием, что я никогда об этом не задумывалась. Оказывается, и психиатр, в принципе, может, и это было бы хорошо, консультировать по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. И вот в первой презентации мы видели о связи психических расстройств и сексуального поведения и рискованных практик. Вот. И на самом деле риск заражения ВИЧ-инфекцией еще более усугубляется, когда имеется несколько сопутствующих состояний, как правило, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, они не идут в одиночку. Там будут аффективные расстройства, тревожные, посттравматические стрессовые расстройства, в результате, например, насилия и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. И в рамках подготовки к этой сессии, которая далась не очень легко, потому что, скорее всего, у меня сейчас депрессивный эпизод, я живу с биполярным расстройством, и знаю об этом 4 года. Вот. Мы провели такой короткий срез по оценке доступа к услугам по сохранению психического здоровья среди ВИЧ-положительных женщин. За 2 дня в опросе приняли участие 187
женщин, что меня очень сильно удивило. Вот этот вот, ну, такой высокий отклик на, казалось бы, простой опрос демонстрирует нам, что эта тема, она актуальна для женщин, и просто даже прийти ответить на вопросы, это оказалось востребованным. Большая часть опрошенных были из России. Вот. Средний возраст составил 38,9 лет. И в течение последнего года опрошенные отмечали у себя бессонницу 62%, снижение настроения длительностью более 2 недель подряд 68% и серьезное потрясение. Но мне кажется, этот год он всем нам принес довольно серьезное потрясение. Вот. Удивительно, что не 100% отметили это. Следующий слайд, пожалуйста. Мы спрашивали, есть ли у женщин возможность прийти к психологу или психиатру в то учреждение, где она стоит на учете, в спеццентр. Вот. И 30% сказали, что да, в клинике работают оба специалиста, к ним можно прийти на прием. Только психолог 52%, только психиатр 3,7%. Ну, как бы вопрос, где получать помощь психиатрическую и куда перенаправляют женщин. Таких специалистов нет, так ответили 14%. Вот. И мы спросили у тех, кто сказал, что у них либо не работает ни психолог, ни психиатр, или работает кто-то один, мы спросили, а нужен ли такой специалист. И вот практически 90% ответили, что, конечно, он нужен. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Но на вопрос о том, для чего нужен психолог в штате учреждения, большая часть опрошенных ответили, что для консультирования после тестового в случае выявления ВИЧ-инфекции, по вопросам жизни с ВИЧ-инфекцией, принятия диагноза и начала приема антиретровирусной терапии. То есть там не было вариантов ответа о том, что кто-то хочет прийти, обсудить личные проблемы, эмоциональное состояние и так далее. Безусловно, вопрос постановки диагноза и начала приема терапии – это очень важные вещи, но это далеко не вся помощь, которую может предоставлять психолог. Вот. А среди тех, кто указал, что в штате спеццентра есть психиатр или психолог, только 14% обращались за помощью в течение последнего года, 85% не обращались. А какие же были причины для обращения за помощью? Вот тут вот в равной степени распределились депрессия, принятие диагноза и страх смерти ввиду диагноза и прием антиретровирусной терапии. По каким причинам они не обращались? Следующий слайд, пожалуйста. Мы с вами помним, что довольно большой процент опрошенных ответили, что они отмечали у себя в течение последнего года бессонницу, снижение настроения, серьезные потрясения. И вот, простите, проценты не проставила, большая часть сказала, что не было необходимости обратиться за помощью. Довольно популярный ответ – трудно попасть на прием, и тут это связано с неудобными часами работы специалиста и с графиком работы самих женщин. Нет доверия специалисту, и были случаи, когда специалист разглашал диагноз, поэтому женщины не желают больше к нему идти. Это вопрос профессиональной пригодности. Вот. И были варианты другое. Следующий слайд, пожалуйста. Среди тех женщин, которые пережили потрясение в течение последнего года, мы попросили их поделиться, какими же способами они реагировали на эти переживания и как они пережили это потрясение. Вот. И 50 женщин из 129 ответили, что они все еще переживают потрясение. 49 пережили все в одиночестве, и мы понимаем, что это довольно тяжело. Вот. 57 обращались за помощью к родственникам, принимали антидепрессанты, другие препараты по назначению врача, обращались к помощи психоактивных веществ. Большей части это был алкоголь. Вот. И часто брали в сессии участного
психотерапевта или психиатра. Вот. Ходили на психотерапию в спеццентре 20 человек, посещали группы взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ, и посещали другие группы взаимопомощи, и это тоже было для нас важно. Мы хотели посмотреть, насколько интегрируются разные группы поддержки в жизни ВИЧ-положительных женщин. Вот, принимали антидепрессанты, другие препараты, не назначенные врачом, и там отмечали, какие препараты, как их доставали. И это все не очень легко, и неудивительно, что это те женщины, которые не могут прийти к психиатру в свою клинику, потому что там этот врач прием не ведет. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Как я уже сказала, нас удивил вот этот высокий отклик на опрос. Вот, и понятно, что этой теме следует уделять как можно больше внимания в тех условиях быстро меняющихся, в котором мы сейчас живем. Подавляющее большинство опрошенных считает, что задача психолога в клинике – это помощь в принятии диагноза и мотивирование на прием к приему антиретровирусной терапии. Встает вопрос, а где искать помощь по другим вопросам, связанным с психическим здоровьем. И несмотря на то, что среди опрошенных частота встречаемости бессонницы, сниженного настроения и серьезных потрясений были высокими, женщины не так часто обращаются за помощью к специалистам, вот, предпочитая обращаться за помощью к родственникам, переживать в одиночестве. И я думаю, что вот наша с вами сегодняшняя встреча – это один из шагов на пути к интеграции различных сервисов. Спасибо большое. Наташа, спасибо большое за лаконичность, за то, что ты сэкономила время на дискуссию и за то, что ты дала вот такую перспективу сообщества, которая действительно показывает, где у нас пробелы и показывает потребность в этой помощи. У нас пришло время дискуссии, к сожалению, у нас осталось совсем немного, чуть больше 15 минут. И я, наверное, свой первый вопрос на правах модераторки задам доктору Тамашу и Мариам, если они еще с нами. Вот вы работаете на уровне Европы, да? Как вы думаете? Ну, этот вопрос не возникает, потому что я понимаю, что в Западной и Восточной Европе разные темпы развития эпидемии, разные истории развития эпидемии. Как вы думаете, вот ваши исследования, ваши наблюдения, они показывают такую же корреляцию и разницу в доступе к услугам психического здоровья и развития заболеваний на фоне, связанных с психическим здоровьем у людей, живущих с ВИЧ, если брать Западную и Восточную Европу? There's a huge difference, if I may start. Огромная разница. Если позволите, я отвечу на этот вопрос. Я даже не знаю, откуда я могу начать, потому что разница впечатляющая. Я считаю, что существует огромная угроза или огромный риск, если мы постараемся применять модель Восточной Европы на Западной или наоборот, для того, чтобы найти какое-то решение. Потому что исторические контексты философии этих стран, они полностью различаются на социологическом, на психологическом уровне. И принимая во внимание науку, которая является базой, такие как медицина, социология, конечно же, они отличаются. Поэтому сама структура ухода, они также по-разному организованы в различных регионах мира, не только в Восточной и Западной Европе, но также, если вы обратите внимание, допустим, на Африку, на Южную Азию,
на другие регионы, мы не можем пользоваться одними и теми же моделями. Скажем, модель, которая работает в Великобритании, она не сработает в России или в Украине. Это не так работает. Поэтому мы должны сделать наши домашние задания и понять, что происходит в нашей собственной стране, в нашем регионе, не переносить те решения, которые сработали в других местах. Мариан, вы хотите что-то добавить? Как вы это видите? The question was in Russian, so I didn't Вопрос был на русском, поэтому ничего не поняла. Вопрос был следующим. Видите ли вы разницу между Восточной и Западной Европой, что касается ВИЧ и ментального здоровья? Да, конечно. Это было довольно-таки понятно в наших презентациях. Люди по-разному сталкиваются со сложностями, их переживают. Также социоэкономические факторы играют важную роль и система здравоохранения. Поэтому в разных местах разные ситуации. И я считаю, что как-то объединять, обобщать это было бы неправильно, что мы должны с определенной перспективой рассмотреть эти вопросы с перспективы ключевых сообществ каждого региона. Спасибо. Следующий вопрос я хотела бы Анастасии адресовать. И Егору, если он еще с нами. Как, по вашему мнению, должна быть организована координация? Кто должен брать на себя лидерские функции и кто должен координировать взаимодействие? Центры СПИДа или спецслужба или психиатрическая служба? Где найти это пересечение и как должна происходить эта интеграция? Двух вопросов. Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, что сейчас в регионе Ветса мы сталкиваемся с абсолютной нежизнеспособностью сервисов психологической и психиатрической помощи, которые встроены в структуру учреждений здравоохранения. Это то, о чем говорила Наташа, о том, что психологи, которые работают в центре СПИД, ну, их в меньшей степени интересует состояние и настроение, там, и вообще человек как личность, которая к ним приходит. Да, есть некоторые задачи, которые ставят перед ними учреждения, задачи там, да, о приверженности, о каких-то других вещах, и нет возможности встраивать действительно качественные сервисы по заботе о психическом здоровье в учреждения. Это то, что мы сейчас наблюдаем. И как мне кажется, и как я это вижу и предлагаю, мне кажется, что как и история показала нам с темой ВИЧ-инфекции, с доступом к лечению, к сожалению, мы обеспечивали, или не знаю, к сожалению или да, но мы обеспечивали доступ к лечению силами пациентов. И это действительно была такая сила, идущая снизу. И в конечном итоге мировому сообществу и государствам пришлось прислушиваться и перестраивать вот эту систему так, чтобы охранять, защищать здоровье своих граждан. И мне кажется, что если мы говорим о сервисах по психическому здоровью, то именно низовые инициативы и активности, они более перспективные, ну, также в этом случае. И это показывает сейчас практика в Ветце, как мне кажется, начинает уже расти, образовываться сообщество людей, живущих с психическими расстройствами, и наши голоса, они все громче и громче, и это позволяет устанавливать диалог с врачами, и я надеюсь, что в конечном итоге это приведет к диалогу и с государством по тому, чтобы потребности людей с психическими расстройствами были учтены и услышаны. Мне кажется, что это в первую очередь возможность и необходимость сообществом заниматься этим. Настя, спасибо. Действительно, очень вдохновляюще звучит. И если бы нам удалось в наших странах предоставить эту координирующую роль,
конкретно людям, которые больше всего заинтересованы в получении качественной помощи. Это пациентское сообщество и люди, живущие с ВИЧ. Ну и тут, конечно, важно задать вопрос теперь Наташе, которая оказывает техническую помощь и принадлежит к сообществу и напрямую работает, в том числе с женщинами, живущими с ВИЧ. Наташа, ну давай помечтаем. Завтра у тебя появится возможность получения ресурсов. Как ты думаешь, вот на что бы ты прежде всего аллоцировала эти ресурсы, если бы тебе сказали: Наташа, вот ресурсы, занимайся вопросами психического здоровья для людей, живущих с ВИЧ, в частности, для женщин, живущих с ВИЧ. Как бы ты распределила эти ресурсы? Кто бы стали имплементорами и экспертами в предоставлении помощи? Как ты видишь этот дизайн услуг? Сложный вопрос, конечно. Мне кажется, что нам надо познакомить два сообщества более тесно, потому что вот, ну, на примере России я вижу, как развиваются группы взаимопомощи и поддержки для людей там, с биполярным расстройством, с другими какими-то эффективными расстройствами, как много ресурсов стало о послеродовой депрессии и так далее. Я считаю, что не нужно отдавать все на откуп специалистам, а нужно больше знаний дать в само сообщество ВИЧ-положительных женщин, потому что все эти методики, они довольно простые, ну, как бы просто никто не задумывается про это, и ну, у нас депрессию не рассматривают как серьезное заболевание, и это довольно такая стигматизируемая тема, вот, и когда я пишу посты про это, мне говорят: а зачем ты пишешь это, тебе не страшно об этом людям рассказывать? Ну, вот, и я это наблюдаю. А когда я провожу тренинги или встречаюсь там, с активистками, говорю, что вот можно там пройти тест, опросник Бека. Это простой вообще скрининговый тест, который даст понимание, как есть депрессия или нет, ну, приблизительное, да, и в любом случае я порекомендую пойти к врачу, и тут встает вопрос, куда идти, да. Есть ли у нас доверенный пул специалистов, которые могут рассматривать комплексную проблему, потому что если мы говорим про ВИЧ-положительных женщин, то может встать еще помимо психического расстройства тема расстройств, связанного с употреблением психоактивных веществ. И есть ли психиатры, которые готовы рассматривать женщину как субъект, как равный субъект в диалоге, признавать ее право на тот жизненный выбор, который она сделала, не осуждать его и помочь ей найти подходящее для нее лечение. Вот. Мне кажется, должен быть пул дружественных специалистов, которые надо создавать, потому что вся эта психиатрия, которую я наблюдаю у нас, она меня не очень-то радует, хотя мне там повезло 2 раза с врачами, вот, но тем не менее. И я знаю, что вот, в том числе Настина организация собирала контакты дружественных специалистов и экспертов, а можно делать это на уровне региона. И подумать, встретиться с ними и спросить, чего они хотят, потому что мы можем сейчас представлять одно, а на самом деле они могут оказаться очень готовыми уже к сотрудничеству. И я знаю психиатров, которые узнают контакты групп взаимопомощи и дают своим пациентам эту информацию. Вот. Как-то так. Спасибо, Наташа. Я смотрю, у нас появился вопрос в отношении трансгендерных людей. Может ли кто-то ответить из наших спикеров? Есть ли у вас какие-то исследования по теме психического здоровья у трансгендерных людей? И что вы об этом думаете? I don't have the statistics at hand, but there's a very interesting piece of research by a sociologist called Judith Tokac. У меня нет данных, но есть очень интересное исследование, также венгерская исследовательница, которая поддерживает эту тему. Она вместе с группой социологов работала, провела всеевропейское исследование. Если вы мне отправите электронное письмо или свяжетесь со мной через организаторов,
я смогу вам направить эти данные. Это исследование связано не только с ВИЧ, но и с общим состоянием здоровья. Да, существует проблема. Проблема не настолько распространена, как, например, в Южной Азии, но тем не менее существует. Тем не менее мы видим, что эта тема недоработана, что очень мало исследований проводится, особенно что касается Восточной Европы. Эту тему просто не затрагивают. Поэтому да. Большое спасибо. Предложили ресурсную помощь. И я, наверное, передам слово организаторке этого мероприятия, Анастасии Петровой. Настя, пожалуйста, поделись, как ты себя чувствуешь после нашей сессии. Оправдались ли твои ожидания и какие планы на будущее? Я думаю, это тоже важно озвучить. У тебя есть на это 4 минуты. Большое спасибо, Света. Я хотела бы выразить огромную благодарность всем организаторам конференции. Мне кажется, что организация была прекрасной. Спасибо большое, особенно Рэйчел. Огромное спасибо спикерам. Мне кажется, что выступления, презентации были очень информативными, полезными. И, как мне кажется, нам действительно удалось высветить самые главные точки и найти вот эту взаимосвязь, высветить ее между ВИЧ и психическим здоровьем. И спасибо огромное, Света, за бесценную помощь. На мой взгляд, сессия удалась. И то, что мне хотелось бы пожелать всем нам, сообществу и международному, и региональному, и что хотелось бы пожелать и донорам, и всем организациям, и профессионалам, это перестать разделять, об этом сказал немного уже, да, доктор Тамаш, перестать разделять тело и душу, перестать разделять тело и психику, и осознать, что в действительности психическое здоровье и ВИЧ – это не разные сферы. Психическое здоровье и ВИЧ так или иначе объединяются в одном человеке, и для того, чтобы оказывать наиболее качественную помощь и поддержку, нам необходимо рассматривать человека целостно. И такая, мне кажется, такой мостик, да, как мы можем объяснять донорам, как мы можем объяснять, не знаю, профессионалам, государству вот эту необходимость выстраивания сервисов по заботе о психическом здоровье для людей, живущих с ВИЧ. Мне кажется, этим мостиком может вполне стать приверженность к лечению, потому что психическое здоровье – это, такой… Я бы сказала, один из самых важных предикторов приверженности лечению, да, приверженности приему препаратов. И это жизненно необходимое условие для того, чтобы люди, живущие с ВИЧ, жили благополучно и счастливо. И, как мне кажется, что сейчас эта тема, она зазвучала, наконец, я этому очень рада и очень рада тому, что эта сессия состоялась. Огромное спасибо всем. Света. Спасибо, Настя. Очень вдохновляющее завершение. И ждем продолжения, и будет интересно получать качественную информацию на наших информационных ресурсах. Пожалуйста, делитесь, и желаю успехов в вашей организации, партнерства равных. И спасибо за то, что проявили инициативу, организовали такую важную для нас всех сессию. Спасибо. Есть у нас буквально 2 слова Тамашу и Наташе, и Мариан, если они 1 минута. Да, нас, очень наверное, кратко, если… Да. Спасибо, Настя, за эту возможность, потому что тема действительно очень важна. Я надеюсь, что мы будем продолжать эту дискуссию и коммуникацию.